Я заметил, что сейчас модно показывать видео, которые оказали на кого-то влияние, будь то положительное или отрицательное. Поэтому я подумал, что было бы неплохо показать моменты Тэгука, которые больше всего повлияли на мою химию мозга, то есть те, которые оставили самое неизгладимое впечатление на мое восприятие этих моментов и причины, по которым я в итоге решил их шиперить. Конечно, было слишком много моментов, которые меня действительно удивили, но поскольку видео короткое и содержит только те, которые действительно меня впечатлили, я хотел включить только самые важные. Все начинается с момента, когда Тэхён полностью теряет концентрацию, когда Чингук потирает его ногу, что, похоже, отвлекает его от того, что говорит Хобби, в то время как Хобби пытается привлечь его внимание. Казалось бы, удовлетворенная реакция Чингука и растерянная попытка Тэхёна переключить внимание на кого-то другого в комнате – вот с чего все начинается. Я также хотел включить момент, когда Чингук и Чимин шутили с микрофоном, а Тэхён смотрел на них с немного грустным выражением лица, и это заставило меня представить сотню сценариев, почему он так смотрел, особенно когда Чингук придвинул микрофон ближе к Чимину и сделал странное выражение лица, которое заставило меня задуматься. После этого мы видим, как Тэхён смотрит на Чингука с серьезным лицом, и Чингук не мог долго отвести взгляд, как будто он действительно чувствовал тяжесть этого взгляда. То же самое с моментом, когда Тэхён тайком пытался сфотографировать Чингука, не подозревая, что вся аудитория смотрит на него на большом экране, пока Чимин не предупредил его о том, что показывают. Чингук сразу же улыбнулся, когда понял, что делает Тэхён, в то время как Тэхён выглядел очень смущенным. Еще один момент, который изменил химию моего мозга, произошел, когда Тэхён был очень мил с женщиной-интервьюером, что, по-видимому, не показалось Чингуку смешным, потому что он начал странно гримасничать, наблюдая за их разговором. Возможно, это просто вопрос точки зрения, но для меня это остается загадкой. То же самое было и с моментом, когда Чингук подошел сзади и легонько ударил Тэхёна по шее, а затем тут же почувствовал себя виноватым, увидев, как Тэхён остановился и принялся за дело. Тэхён притворился, что плачет, как ребенок, и пожаловался Сакджину, но в итоге Чингук его отнес и попытался успокоить, чтобы не дать ему разыграться и прекратить эту фальшивую драму. Этот момент я не смог забыть ни за что. Были также моменты, когда Тэхён отчитывал Чингука за то, что тот его перебил, а Чингук, вместо того чтобы злиться, отвечал шутливо, как будто у них была ежедневная привычка раздражать и дурачиться. И, возможно, этот момент стал поворотным моментом и для многих, помимо меня, когда они сами признались, что в определенных ситуациях им стало неловко, что мне до сих пор сложно игнорировать. Я до сих пор жду концерта, где они смогут быть такими же свободными, как и другие участники. Еще один клип, который еще больше укрепил мою веру, был, когда Чингук намеренно позировал определенным образом перед Тэхёном с озорной улыбкой, и Тэхён почему-то не мог перестать смотреть вниз. Логичного объяснения позе Чингука не было, тем более, что Чингук продолжил позировать для фотографий, а Тэхён, казалось, забыл, что находится перед фанатами, пытаясь дотянуться до талии Чингука, только чтобы неловко отдернуть руку и странно улыбнуться. И, конечно же, я не могу забыть момент, когда они сами назвали свой сапринит Тикук, о чем до сих пор говорят. Хотя прошло уже много лет с тех пор, как это название было придумано, мы до сих пор не получили их коллаборацию и все еще ждем, когда Big Eye даст добро на совместную песню. Другой момент, который продолжает меня преследовать, это когда Тэхён подсознательно положил руку на плечо телохранителя, и реакция Чингука – пристально на них посмотреть. Как только он вышел из лифта, Чингук даже не отрывал от мужчины глаз, пока телохранитель не обернулся, чтобы увидеть, на что Чингук так пристально смотрел. Этот клип до сих пор остается для меня большой загадкой. Я также освещал этот момент в своем предыдущем видео, момент, когда Юнги отправил Тыкуку 2 длинных сообщения, заканчивающихся «Я люблю тебя», заставив их плакать 10 минут, по словам Тэхёна. Позже Чингук признался, что тоже получил от Юнги такое же эмоциональное сообщение. Позже эта тема была поднята снова на одном японском мероприятии в июле 2018 года, когда участники, казалось, знали о сообщении, но не понимали, о чем оно, как будто Тыкук приберег его только для них. И, думаю, это было одним из тех моментов, которые шокировали меня больше всего, особенно учитывая сцену, где Тэхён выглядел таким грустным и одиноким за кулисами, в то время как все остальные улыбались в камеру.
Именно это породило слухи о том, что между ними проблемы. Сначала камера старалась не фокусироваться на Тэхёне, сосредоточившись на Хобби, Джинни и Намджуне. Но позади них Чингук был очень занят своим телефоном, не обращая внимания на остальных. Затем камера вернулась к Хобби, но случайно поймала взгляд Тэхёна, смотрящего вниз, и тогда Чимин быстро прикрыл камеру рукой. Хобби выглядел немного расстроенным, но, увидев сигнал, который Чимин подает Тэхёну взглядом на грустного Тэхёна, он быстро вернулся к своему веселому виду перед камерой, хотя мы видели, как Тэхён продолжал смотреть в пространство с раздраженным выражением, как будто он обращал на кого-то внимание. И хотя могло быть много других объяснений, вид расстроенного Тэхёна и Чингука, настолько поглощенного своим телефоном, не оставил у меня других мыслей, кроме их собственных. То, что произошло после получения награды и исполнения Spring Day в качестве благодарности, только еще больше закрепило это, потому что, когда Тэхён передал Чингуку микрофон, тот даже не взглянул на него, что весьма очевидно для такого экспрессивного человека, как Тэхён. Когда Бэнгтрн ушли со сцены, чтобы отпраздновать победу, мы видели, как Тэхён постоянно избегал Чингука, который, казалось, не понимал, почему он так себя ведет. Когда Чингук попытался подойти к нему во время выступления, он просто отступил. Чингук, казалось, понял, что происходит, и сделал первое, что пришло в голову. Он подошел к Тэхёну и поднес микрофон к губам на короткий момент взаимодействия, который был прерван лишь партией Чимина. Может ли кто-нибудь объяснить, почему Чингук замер на несколько секунд и продолжал приближаться, хотя Тэхён явно избегал его? Для меня единственный ответ – Чингук знает, что он расстроил Тэхёна, и он пытается это исправить. И что было еще интереснее, Чингук продолжал приближаться к Тэхёну при каждой возможности, иногда умудряясь встать рядом с ним, не давая ему отстраниться, иногда пытаясь немного поиграть с ним, когда он казался спокойнее. Это был момент, который изменил меня больше всего, и я до сих пор не могу объяснить это. Даже когда Тэхён просто прошел мимо Чингука, прощаясь, Чингук просто стоял, словно предвкушая его реакцию. Даже на официальном видео после мероприятия Тэхён, казалось, все еще держался на расстоянии от Чингука, который все пытался привлечь его внимание. Тэхён даже не разговаривал, но Чингук продолжал смотреть на него и искать зрительный контакт, которого Тэхён не давал. И, возможно, это только моя интерпретация, выводы делайте сами. Но мне ничего не показалось случайным. И определенно, этот прямой эфир не был похож на обычный. И, конечно же, я не могу не упомянуть случай, когда Чингук получил задание игнорировать Тэхёна в 10-м эпизоде Run BTS. На финальном ужине Чингук признался, что одной из его миссий было игнорировать Тэхёна, и Тэхён ответил с разочарованием, сказав, что Чингук всегда игнорировал его, поэтому он не замечал. Но мы все знаем, что это неправда. Нет никого в мире, кто смотрел бы на Тэхёна с самой искренней любовью, как Чингук, и это единственное, в чем можно быть уверенным.